Привет всем! Вы на канале Ира Travel. Мы сейчас находимся в Таиланде, и мы готовимся к ужину. Мы приобрели вот такие спринг-роллы. Что такое спринг-роллы? Это очень оригинальное блюдо, которое мы встречали в Юго-Восточной Азии повсеместно. Это и в Камбодже, и во Вьетнаме, и в Таиланде, И Гонконге. и в Сингапуре. Начинкой для этого блюда может стать множество продуктов. Это и овощи, и фрукты, и морепродукты, и рыба. Единственный неизменный градиент этого блюда – это обложка, рисовая бумага очень тоненькая, в которой заворачиваются все эти ингредиенты. Вот бумага рисовая. Да, вот с этой рисовой бумаги, кстати, у меня будет отдельный фильм про блинчики, про роллы, spring rolls. Стоит очень дешево. Эти роллы обжариваются во фритюре до золотистой хрустящей корочки. Делают их очень маленькими, вот такими мелкого размера совсем. Сейчас я покажу их, как готовить. Если вы задаетесь вопросом о том, как быстро приготовить, не заморачиваясь, то, пожалуйста, этот вариант для вас. То есть купили эти спринг-роллы и быстро, поскольку у нас кухня есть, быстро практически они жарятся за 10 минут. И сейчас я покажу, как это все будет выглядеть. В кашницах они продают поштучно. Примерно 10 бат стоит в Таиланде одна штучка. Все очень просто забрасывается. Это мороженый продукт, мы купили в супермаркете. Упаковка примерно 1 килограмм. И в ней порядка 40 штук таких спринг-роллов. Ну и все. Налили масло соевое, по-моему, купили соевое масло. Точно не знаем, как оно называется, потому что там по-таиландски надпись написана. Вот и все. Самое удивительное, что я боялась, что будут они брызгаться, потому что все-таки там присутствует, размораживаясь, вода, да, но на самом деле вообще не брызгается, супер, все чистенько, хорошо, удобно. И самое главное, быстро. И за один присест можно съесть таких блинчиков, как я вам могу сказать, да, штук 15, это однозначно. Да. Очень вкусно и полезно. Вот так оно жарится. И прошло 10 минут, и вот такая красота у нас получилась. Очень симпатичные, поджаристые, золотистой корочкой блинчики. Хочу заметить, что в начинке вообще отсутствуют специи какие-нибудь. То есть только натуральные овощи. Поэтому спокойно можно давать детям и тем, кто не переносит вообще никакие специи. Еще хочу заметить, что рисовая бумага продается у нас в Москве тоже во всех больших супермаркетах. Вы спокойно можете ее приобрести. Стоит она недорого. И накрутить себе блинчиков с разной начинкой. Это очень вкусно, непередаваемо вкусно. А аромат какой, просто супер. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всего вам доброго. Не пропустите наши новые репортажи о путешествии по